Привет, друзья! И вновь мы на Калипо. Вторая часть моего путешествия по любимому острову. В этой части мы продолжим рассматривать пляжи, а именно Sunrise Beach, самый дешевый, самый дорогой отель, ну и разную кухню этого острова. Первая часть уже на канале, можете смотреть. Друзья, мы в одном из лучших и самых, находящихся в самом красивом месте, наверное, одном из острова. Это ресторан The Rock. Находится он при отеле Serendipity. Посмотрите, какие тут виды открываются. И здесь у них свой мини-отличный пляж. А что приятно, когда сюда приходишь, они меня помнят. Вот комплимент принесли, сейчас попробуем. Безалкогольный. Какие молодцы. В общем, чем знаменито это место, помимо того, что оно очень живописно? Наверное, из-за чизкейка, который делают здесь, я первый раз вернулась на остров. Ну, я так себе придумываю. Вот сейчас будем его опять пробовать. Слушайте, ну вот очень приятно такая подача. Я даже прям растрогалась. Ягод больше обычного накидали, как почетному гостю. Цветочек еще добавили. Такое чудо. Сейчас будем узнавать, как они это делают. Обязательно, если вы приезжаете на Липы, нужно попробовать этот чизкейк. Есть мнение, что это не чизкейк, а очень вкусная творожная запеканка. Да, возможно, так и есть. Но секрет в том, что делается он из буйволиного молока, поэтому такая немножко топленая структура, зернистая. Она и кремовая, и зернистая. Какая же фантастика. Что-то она не зернистая, она просто кремовая. Так, друзья, мы находимся в самом начале пляжа Sunrise. Начинается он живописными лазурными водами, очень мягким песком. Вот это вот маленький пляжик, который относится к Serendipity. Сейчас мы находимся в ресторане. Посмотрите вот этот вид и сразу пляж. Чем хорошо именно в этой части пляжа Sunrise? Вот посмотрите, здесь огромная снорк-зона. То есть здесь сейчас, конечно, немножечко штормит, но все равно есть люди, кто сноркелит. А вон чуваки вообще просто придумали. Взяли каяк и сидит, рыбу ловит. Вот так выглядит пляжик. Сейчас прилив, там мало места, но тем не менее, как в кинофильме «Голубая лагуна» практически. Друзья, вот это называется шаговая доступность. Когда ты спускаешься буквально по лестнице, и у тебя сразу офигенный пляж, вообще потрясающее море. И в море, и над морем, и под волнами. Еще здесь хорошо, что есть деревья большие, и когда вот идет вода, то в тенечке можно под ними лежать. Вот такой вот небольшой пляж. Отсюда начинается Sunrise Beach. Что можно считать началом Sunrise Beach? Либо через камни еще несколько пляжиков маленьких, либо уже вот именно здесь, когда идет сплошная береговая линия. Смотрите, здесь даже немножечко волны потише, чем только что за камнями. Сейчас пройдем до конца. Засекаем время, сколько нам идти. Протяженностью Sunrise пляж где-то в районе километра. Где-то ближе к воде подходят отели, где-то все-таки есть еще место разгуляться, где ничего не застроено. Как подмывает корни вода. Дерево держится. Кстати, буквально вчера задавалась вопросом, откуда на острове лед. Генератор что стоит. Вот лед привезли. И вот его грузят на тачку. Сейчас будут развозить по острову. Вот такие вот наблюдательные моменты. Вот если мы стоим спиной к острову, значит, справа мы начали, наш отель 6-й, называется Кастовей. Что мне не нравится? То, что здесь нет своего пляжа, а есть вот это вот защитное сооружение, которое не позволяет размывать берег. Я считаю, что это один из минусов, но он не значительный. Идем дальше смотреть. Так, здесь свой массаж, йога, ресторан с видом на море, хэппи-аур 2 часа. Он полностью экологичный, то есть без кондиционеров, без горячей воды,
без холодильника. Но все эти вопросы мы решили. Еще здесь очень живописная территория. Сейчас мы ее посмотрим. Ну как живописная? Она уютная, как будто бы ты живешь в деревеньке с разными зверушками. Как дикими, так и домашними. А кто там? Малыш, кто там идет? А вон кто там идет. Варан идет. У этих домиков свой спуск. Они так видовые особнячком стоят. В таких домиках жить с видом на море, к сожалению, не было. Еще здесь такая беспорядочная зона. Но посмотрите, какой дом на дереве. Хочу обратить внимание на отель, который, наверное, самый дешевый. Помимо того, что на острове, но вообще вот с таким морем. Конечно, тут нужна уборка. Но посмотрите, стоимость таких бунгало $19 в сутки. Ну, конечно, там, дай бог, если есть тоненькая струйка холодной воды, что-то наподобие унитаза. Хотя вон люди сидят, делишки сушат, балдеют. Море одно, воздух один, песок один. И вот если мы сейчас дойдем до самого дорогого отеля, где стоит он $500 ночь, то иногда думаешь, а зачем переплачивать? Хороший ресторан ты и так сходишь, если надо будет. Вообще есть тенденция к тому, что остров становится все дороже и дороже. Но я сильно не вижу разницу эту, потому что здесь есть где разбежаться с любым совершенно бюджетом. Раньше сюда вообще очень много приезжало людей с палатками. Но рощицы вырубили. Немного мест на острове осталось, где ты можешь увидеть такие мини-казауриновые рощи. То есть сначала это кажется, что сосна, на самом же деле нет. Это дерево казаурин. Считается, что родина ее Австралия. Вообще это называется австралийская сосна. Но там 17 видов вот этих деревьев. Поэтому австралийская это сосна или же это что-то иное, мы не знаем. Скорее всего, есть общее название казауриновые деревья. Вот они и есть. Как раз они на этих территориях Австралия, Океания, Юго-Восточная Азия произрастают. И вот такая же роща была на косе, куда мы сейчас дойдем. И там много людей останавливалось в палатках. Прекрасный воздух, нежные иголки, которые создают деликатную тень. Но жалко, что здесь повырубали, потому что вот на Аданге есть целая большая роща, и я вам рекомендую туда доплыть. По-моему, 100 рублей, 100 бат стоит таксибот. Там вы сможете насладиться, там еще можно увидеть туканов. Хотя здесь тоже, скорее всего, они есть, потому что по ночам крики такие, что думают, что кого-то убивают. Над крышами тулипы в ожидании грозы. Мне кажется, самое номер один в тайской кухне – это тайский жареный рис, особенно с морепродуктами. Может быть, там с курицей, с овощами, со свининой. Но с морепродуктами самый, мне кажется, топчик. Мы его готовили, учились. Ну, прям правильное питание. Ничего не зажаривается, все готовится быстро. Соусы так друг друга дополняют, что рвутся в роте рецепторы. Это номер один фаворит. Номер два фаворит – папайя-салат. Вот это вот две вещи, которые можно есть в Таиланде каждый день. Жареный рис с чем угодно и папайя-салат. Что-то я поленилась заказывать себе кальмара большого на гриле. Взяла просто жареный с чесноком и перцем. Не понимаю, что это такое будет. Кальмар в очень легкой панировке. В принципе, нежный под пиво, если любите. Самое оно. Но тут надо еще соус использовать. Интереснее. Остротой. Вообще, чтобы проверить заведение, насколько вам зайдет тайская кухня, лучше брать две позиции. Вот жареный рис и папайя-салат. Ну что, салат из зеленой папайи. Вот здесь, например, в этом заведении ее много. Еще, чтобы оттенить остроту, принесли огурчик. Очень хрустит зеленая папайя. Все компоненты обволочены сладко-кислым соусом, потому что здесь сок лайма, сахар,
рыбный соус. Но вообще в роте начинается фейерверк. Очень хорошо там пивом запить на здоровье. Очень большие порции. Боюсь, кальмара не доесть. Большая тарелка салата. Вот обратите внимание, сколько много морепродуктов в этом рисе. Много кальмаров, много креветок, много прям очень вообще. Я очень жалею, что мы сюда так поздно пришли. Я бы здесь ела и ела. Еще главный вид вот такой, посмотрите. На шторм. Место называется Кинг Краб. Когда-то было здесь мело манго-липы. Марусь, привет. Всем привет. Знаете, каких-то сильных рекомендаций по заведениям тайской кухни я давать не буду. Они, в принципе, все плюс-минус. Но это камертон, это тайский салат. Вот сейчас мы съели тайский салат, кальмара еще невозможно доесть. Рис с морепродуктами, одно пиво, 540 бат. То есть где-то на наши деньги 1400 рублей. Мне кажется, это прям совсем недорого. Это при том, что мы находимся в центре Уокинг-стрит. А если будете на побережье что-то заказывать, или там, знаете, в медвежьих уголках, каких там вот много, посмотрите на эту застройку, то все будет еще дешевле. Тут же стоят ловушки для рыб и прочих морепродуктов. Ну и небольшая торговля. Живет здесь порядка 700-1000 человек. Это вот рыбаки и работники в сфере туризма. Друзья, мне кажется, это самая лучшая школа в мире, потому что она с видом на море, с выходом на пляж. Если бы я здесь училась, я бы на золотую медаль, наверное, закончила. Дети в этой школе, живя вот в этой красоте, то есть через футбольное поле, волейбольное, у тебя сразу пляж, наверное, мечтают уехать отсюда в большой город, как минимум Бангкок. Тихонечко подходим к косе, уже наш берег немножечко заворачивает в сторону запада. И тоже здесь практически нет лодок. Очень комфортно сделаны пляжные зоны. Это все отели на разный бюджет. Вот мы подходим, похоже, к самому дорогому отелю, где бунгало сделаны с бассейнами, а когда-то здесь ничего не было. Был зауриновый лес. Вот как все поменяли. Да, там очень круто, хорошие бунгало, тут практически private территория. Ну, люди вдоль берега ходят, это никто не запрещает делать. Но не экономьте, больше зарабатывайте. Да, пишут только для жителей этого резорта. Смотрите, сколько жителей. Как они хорошо застроили территорию. В общем, полчаса заняла прогулка по пляжу Sunrise, ну, с перерывами на окунание. И сразу же мы находимся на мысу, который напротив Паданга. Вот туда рекомендую обязательно подняться на вьюпоинт. Ну и пороще побродить, понаблюдать за животными. Все-таки мы с вами в национальном парке находимся. Здесь 51 остров, 4500 квадратных километров. И очень много есть вот на больших островах, небольших резортиков, где вы можете познакомиться с природой, с животными, ну и просто побыть в тишине. В общем, я захожу, немножко не узнаю, потому что превратили некогда девственный пляж с уходящей косой, какую-то безумную застройку. В любом случае, здесь куча приятных моментов, и без вот этого вот я на это не обращаю внимания. Найдем себе гнездышко и уютный пляж. Одно из лучших мест для купания – это вот именно на косе. Смотрите, лазурка оттуда до туда. Лодок нет, если только для антуража мимо проходящие. Чуть-чуть волны тобой играют. Аккуратно только здесь течение. Смотрите, кстати, вот построили отель. Раньше ничего тут не было. Только роща. И вот отель на горе Маунтин, откуда мы делали клевые фотки вот этого вот места с косой. А сейчас все застроили. Но можно все равно приходить, кайфовать. Ты же ничего не изменишь, не будешь забастовки устраивать, что вот на липа настроили. Всем хватает места. В общем, хождение по песку, пляжные ванны, каякинг, снорклинг, дайвинг, фишинг, массажинг, объедадинг. Так что, друзья, надеюсь, вы понимаете, почему я сюда приезжаю 15-й раз. Не могу никак остановиться и планирую через год опять вернуться.
И посмотрите, что разворачивается за моей спиной. За моей спиной разворачивается картина под названием «Природа», которая показывает, какая она стихийная, красочная, яркая. Сколько оттенков бирюзового сейчас. За сегодняшний день много-много было разных вариантов. Поэтому если стоит выбор про пляжный отдых, то, мне кажется, тут он совершенно очевиден. Здесь нет никаких пляжей, типа, как мы можем на нашем юге встретить. Здесь просто все свободно, спокойно, доступно. Хочется чего-то непонятного. Куриных жопах. Ну, это понятно, ливер и сердце. А вот это вот что-то такое. What is this? Кишки. What is this? Chicken pop? Тести? Салат? Понятно, что лапки куриные. Сало, уши, что-то еще. Вот тут наши жарятся сердца. О, еще желудочки есть, все есть. Вот это, конечно, вкуснотища. Это то, чего не хватало, это потрошник куриный. На Липо теперь сложно ходить пешком. Тут какой-то безумный трафик тук-туков, мопедов, каких-то более серьезных машин. Вот это, кстати, очень вкусная вещь. Это как будто бы мини-манго. Вот большие манго, вот маленькие манго. На самом деле они как слива. В общем, пришли на Паттайя-Бич насладиться вот этим мучным песком. И тут феерия природы мыргает, гремит. Все вместе связанное с этим. Все вместе. В общем, Кулипа прекрасный остров в любое время дня и ночи, а также года. Но с погрешностью на сезон. И я очень люблю здесь бывать, потому что тут ты прям в национальном парке, в природе, в красоте. Видите, что происходит? Вот собакинам все равно. Уже все расходятся ко сну, а они продолжают лежать. Там море зыркает, а он все лежит. Ну, здесь тоже бывают тропические дожди, что прекрасно, становится более свежо и прохладно. Что-то крыша чуть протекает, костовые. Но это только которые на веранде. Прикупили билетики на рыбалочку. 6,000. If you want to go deposit. Ну что, вот мы ловим сардину для того, чтобы идти на sailfish. В итоге поймали 2 маленькие тюны. Посмотрим, что будет дальше. Вот это я понимаю трофей. Вот это да. Что, друзья, канал «Путешествие вкусно» себя не изменяет. Вот мы наловили свежая рыба. Группер, тюна, ред снайпер. Андаманское море. Друзья, хочу рекомендовать место, где покупать билеты, где менять деньги, где покупать экскурсии. Это вот прям сразу же первое агентство перед Паттайя-Бич. Сейчас мы пойдем покупать билеты на обратную дорогу. Надеемся на скидку. Hello. After tomorrow, 2 tickets. Хатьяй. 17:40. 1740. Air Asia. Air Asia, okay. Так, how much one ticket? One ticket, 750 baht. Скидка нам все-таки 50 бат, поэтому стоит 700 бат от Кулипы до аэропорта Хатьяй. Показывайте мою фотографию
вам сделают скидку. Как же добраться на остров? Очень просто. Нужно долететь до Бангкока, потом долететь до города Хатьяй, где-то час 20. Час 20 на маршрутке или на такси до места Пакбара. Там можно остаться ночевать, поесть крабов. И на утренней лодке, которая едет всего лишь час, добраться до прекрасного райского, самого лучшего для меня на земле острова Кулипы. А дальше проехать по острову и оказаться в эко-резорте. Сейчас я выбрала Кастовей. Друзья, здесь на Липе есть еще индийская кухня. Бомбей Индия называется. Кухня потрясающая. Сейчас я возьму дал. Это из чечевицы, похлебка. А это я уже брала. Еще раз возьму карри, картошка с курицей. Это вообще потрясно, конечно. Еще вот хлеб чесночный. Нан. И вот эта вот штука с йогуртом нежная. Очень интересная вещь. Она подается, чтобы остроту сбить. Мята и холодный йогурт. Какие-то шарики, не понимаю, какие. Как вообще индусы едят? Это может показаться простой едой, но она безумно вкусная. Берем нан, хлеб. Вот как ложкой работаем. Куча каких-то специй невероятных, которые тебе в роте разрывают фейерверком. Слушайте, никакого мяса не надо. Это очень вкусно. Ой, прям. А вот еще картошка с курицей и карри. Вроде как оно все рядом должно быть по вкусам. Но они отличаются, они прям вырывают все изнутри. Вещи наши грузят. Прощаемся с островом. Обязательно вернемся вот в эту красоту. С любимыми не расстаемся.